Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В сегодняшнем нашем видеоролике речь пойдет про изображение креста Господня, про их разнообразие. Итак, у нас на доске изображен крест Христов, скажем так, самое полное изображение, которое очень часто мы можем видеть на православных страницах церковных книг. И здесь мы видим, что сразу у нас есть обозначение. Сам крест изображается в виде восьмиконечного креста. Да? И снизу добавляется еще такой типа как постамент, элементы, которые справа и слева от него есть, да? И надписи, буквы. Мы видим, что здесь по церковной традиции буквы изображаются с титлами, то есть это сокращение. Не всегда мы можем прочитать их, если мы не понимаем, о чем речь идет, или не знаем правил церковно-славянского языка. Итак, центральная часть – это прежде всего крест Господень. Да? Я сейчас изображу рядышком. Вот таким образом мы его рисуем, крест. Либо можем мы изображать также таким образом. То есть такой крест мы почему-то называем православным. Да? Если говорить про восьмиконечный крест, то верхняя перекладина – это, конечно, изображает собой табличку с надписью, которую сделал Понтий Пилат: «Иисус Назарей, царь иудейский». Далее перекладина креста, который был прибит руками Христос. И здесь мы видим перекладинка, которой были прибиты его ноги, такое символическое обозначение. Но еще эта перекладина, она собой символизирует мерило праведное. То есть, что это значит? Мы видим, что один конец этой дощечки показывает вниз, а другой показывает вверх. Это связано с тем, что справа и слева от Христа были распяты двое разбойников. Один, мы его называем благоразумный разбойник, который покаялся перед Христом, перед своей смертью, в своих совершенных поступках, признал их, и ему Господь пообещал, что он будет с ним в Царстве Небесном. А другой разбойник, наоборот, Христа ругал, хулил, ругал своих мучителей, и он ушел в вечность непрощенным. И поэтому уголочек перекладинки показывает вниз. То есть вот такой момент тоже заложен в символизм креста Господня. Также мы можем видеть, что какие подписи есть возле креста. Да? Прежде всего верхняя часть надписи это Господь, да? Сокращенно с таким так называемым титлом. Далее царь славы, Инци, то есть Иисус Назарей, царь иудейский. Далее Иисус Христос, Сын Божий. И вот здесь мы видим, что изображается символическое копье, то есть которым воин пробил Христу ребро, чтобы убедиться, что он уже умер. Далее мы видим, что здесь находится трость с губкой на нее надетой. Мы знаем, что когда Господь возопил на кресте жажду, воин пришел, надел на трость губку, макнул ее в специальный состав и поднес к губам Христа, чтобы он тоже мог его вкусить, этого состава специального, который готовился для тех, кого казнили на крестах. И здесь она имеет место быть. Да? То есть мы видим, что здесь даже надписи есть. КТ, то есть копье, трость. Далее мы видим, что есть также две буквы, которые вызывают у нас недоумение. Что это значит? РБ. На самом-то деле это все, если мы знаем традицию церковно-славянскую, можно понять, что это означает распят бысть, то есть был распят на кресте. Далее мы видим, что внизу изображается схематически в виде такой пирамидки, да, либо какого-то возвышения, это гора Голгофа. И здесь две надписи, две буквочки Г, то есть гора Голгофа. И видим также такие интересные буквы МЛ, то есть место лобное. Да? И видим, что внизу также или в каком-то другом месте есть надпись Ника, то есть победа, победитель. И вызывает очень много вопросов, почему на кресте, особенно который носится на груди у человека, мы видим внизу изображение черепа. Да, что это значит? У нас сразу такой возникает вопрос, знаете, с молниями, да, с черепом на место, где электрика, надпись «Не влезай, убьет» и так далее. Но здесь немножечко не о том. Это именно череп собой символизирует главу Адама.
То есть по преданию на горе Голгофе был похоронен первый человек Адам. Его кости там были похоронены. И когда Господь был распят, кровь, стекающая с его тела, с креста, она капала на эти кости, на эту главу, как бы смывая грех Адама. То есть тоже такой своего рода символизм. Поэтому, когда мы видим такую очень богато оформленную схему, да, мы не должны пугаться. Это именно такое полное, полноценное изображение креста, которое встречается у нас. Конечно же, мы можем носить крестик четырехконечный, да, и если он освящен в храме молитвой, он становится тем же самым крестом Господним, имеет те же силы, ту же благодать Божью, которая защищает нас, сохраняет нас от всякого греха, от всякого нападения бесовского. Да? Это очень важно, чтобы мы с вами помнили, что крест, он не просто символ, он имеет силу защищать людей, защищать христиан. Мы знаем, что крест дается человеку после крещения. На маленького младенца он надевается, и с ним же человек уходит в вечность, с ним же его и хоронят. Да? Поэтому важно, чтобы мы с вами понимали, что крест – это святыня, и, соответственно, надо к нему относиться таким же образом. Также очень недоумение вызывает у многих людей, когда во многих населенных пунктах, деревнях, поселках есть костел и есть церковь. Да? И получается, что на одном перекрестке может стоять католический крест и православный. Католический – это четырехконечный крест, да? Причем самое интересное, что табличка там может быть с такими надписями. In Ri. Что это значит? На самом-то деле, если мы посмотрим Священное Писание, там говорится, что на кресте Понтий Пилат написал надпись эллинский, римский и иудейский, да, то есть на трех языках: на римском, латинском, на греческом и на еврейском, на иврите. Надпись гласила: Иисус Назарей, царь иудейский. Так вот, церковнославянской надписи там не было. Там была латинская надпись, греческая надпись и надпись на иврите. И вот надпись на латинском языке означала Иисус Назареус Рекс Иудерум. Иисус Назарей, царь иудейский. И эта надпись до сих пор она изображается на крестах Римо-католической церкви. Поэтому очень вызывает удивление, почему мы разделяем эти два креста. Если можно вполне собраться вместе христианам двух конфессий, поставить крест один, в традициях древней общей церкви. Да? Вот. Поэтому, когда говорят, что это крест не наш, католический, а этот наш, православный, это меня очень сильно удивляет, потому что нет такого понятия: вот Христос католический, а вот Христос православный. Господь у нас один. К сожалению, что наши церкви, они разделились в этом отношении. Это вызывает очень большую скорбь. Вот поэтому все кресты Христовы, к ним нужно относиться с благоговением. И какие бы они ни были, их очень много различных. Также у нас еще есть в белорусской традиции крест Ефросинии Полоцкой, крест воздвизальный. Он имеет вот столько такой вот вид внешний, то есть он, получается, у нас идет, вот есть эта табличка символическая с надписью, да, но нет нижней перекладины. Но тем не менее, это крест действительно древний, старинный, православный, воздвизальный и считается национальной святыней Республики Беларусь, нашей православной церкви. Поэтому мы не должны с пренебрежением относиться к кресту, считая его католическим, либо каким-то иным. Если это крест Господень, это святыня для нас. И мы молимся, мы просим, чтобы Господь своей благодатью, силою святого своего креста сохранил всех нас. И даже есть такая молитва церковная: Господи, крест Твой орудие на дьявола дал еси нам, трепещет бо и трясется, не смея зирати на силу его. Я думаю, что перевод не нужен, потому что здесь слова вполне понятные. Дьявол боится креста, а христиане им защищаются. Благодарю вас, братья и сестры, за внимание.